Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, ну что, кажется, что точка апогея пройдена. Ну, по крайней мере, такую видимость создает офис президента, Зеленский, все, которые поддерживают Зеленского, Ермака, и, собственно, в один голос кричат, что нет коррупции. Тут Гетманцев выходит, говорит, вот видите как. И тут как нельзя кстати удар по Киеву, который был прошлой ночью. Конечно, трагедия жуткая, 4 человека погибло, около 20 домов пострадало, но фаза переключения внимания. Вот смотрите, даже Искандер какой-то сбили, обломки упали на посольство Азербайджана. В общем, Зеленский то по Херсону, Запорожью ездит, то, собственно, не замечает эту всю историю с коррупцией. Наоборот, все принялись резко бороться. Причем санкции, которые ввел Зеленский против своего друга Миндича, они вызывают улыбку и гомерический смех. То есть я конкретно под санкциями, еще целая плеяда, 8 тысяч человек под санкциями, на 10 лет, некоторые бессрочно, с запретом въезжать-выезжать в Украину, а Миндичу можно. И вообще он там гражданин Израиля. Как вы видите, будет развиваться ситуация и насколько серьезно выглядят призывы разного рода активистов, волонтеров 15 числа, то есть завтра в 12 дня собраться и, в общем, нет коррупции сказать на Майдане вроде как. Я считаю, что Миша Подоляк дал ответы на все вопросы, когда сказал, что коррупция – это все происки Кремля. То есть тут опять без Путина не обошлось. Это все Кремль, значит, готовил украинскую систему для того, чтобы она была привязана к российской и никогда не могла оторваться и уйти, так сказать, в свободное демократическое плавание. Судя по логике Подоляка, Кремль готовил не только украинскую политическую систему и олигархическую, но еще и систему 95-го квартала. Наверное, в тот момент, когда Зеленский приезжал в Россию, снимал фильмы «8 новых свиданий», там чудесно он по Красной площади гулял, в виде такого большого-большого зуба. И, наверное, тогда его возле Кремля и завербовали, и сказали, что коррупция – это основа всего. Поэтому ты должен быть коррумпированным. И вокруг себя всех коррумпируй. Он сказал, понял, и уехал в Украину готовиться к будущему президентскому сроку. Выглядит это именно так в словах Михаила Подоляка, великого украинского политтехнолога, я считаю, отца-основателя политтехнологической мысли Украины. Что касается Миндича, санкций, вас конкретно, меня, других людей, я так понимаю, что вы нанесли больше вреда для украинской безопасности и государственности, чем Миндич, который во время войны раскрадал энергетический сектор и еще и оборонку. То есть, критика власти – это больше угроза национальной безопасности, чем воровство в оборонном секторе. Я хочу напомнить, что ракеты «Фламинго», которые почему-то не взлетели, и дроны, которые по Firepoint, если не ошибаюсь, так называется компания, которую курировал Миндич, которая является главным партнером и получателем контрактов Минобороны Украины, вся полностью погрязла в коррупции. И на миллиарды долларов, которые Минобороны выделяла на производство дронов, курировал именно Миндич. И тоже большой-большой вопрос. И сейчас всплывают коррупционные скандалы. Дальше будет очень интересно узнать детали санкций, которые ввели Соединенные Штаты Америки на определенные украинские компании за то, что они... Просто тут надо вдуматься. Я не знаю, там люди... не то, что там совесть, не совесть, но они молодцы в своем сфере. Они плевали на все и на всех. За то, что эти компании поставляли в Иран комплектующие для шахедов. Вы все можете подумать об этом, какая логика у людей. То есть они поставляли в Иран комплектующие, а потом же Зеленский выходит и говорит, что Иран продает Российской Федерации дроны, и эти дроны летят по Украине. Браво, пацаны. Просто я на это смотрю, у меня такое чувство, что я читаю какую-то фантасмагорию, антиутопию.
идиотократию, да я уже не знаю, как это все назвать, но выглядит максимально дико. И, конечно же, журналисты, там, политики, эксперты, все, кто критиковали украинскую власть, указывали на ошибки. Вот у меня уголовная статья, там черным по белому написано за критику евроинтеграционного курса, за критику государственной политики. Ну, я больше вреда нанес государству Украины своей критикой, чем Миндич, когда раздеребанил госбюджет вместе с Чернышовым, вместе с Цукерманом, да, вместе там со всеми Галущенками и прочее. Ну, соответственно, тут Зеленский показал приоритет, и где, так сказать, крепка оборона государства, там, ну, денег много, не чувствуется вред. А вот психика очень нежная у руководителя страны и у политиков. Когда критикуешь, это серьезный большой вред государству наносится. Если серьезно, то то, что начали делать ФБР и НАБУ, это очень тревожный звонок именно для всего режима Зеленского. В первую очередь для него самого. А ведь в этих пленках фигурировали не только Миндичи да, и прочие да, персонажи, которых не жалко. Давайте объективно, это расходник. То есть Миндич, Цукерман, околополитические решалы, да, которых можно в любой момент отодвинуть, скинуть и вместо них поставить других ребят. То есть это не фигуры на украинской политической доске. Галущенко, да, и же с ними, это уже, ну, как-никак, человек с государственным мандатом, с должностью министра, там, его знакомая, которая возглавила вот энергетический сектор, да, там Оклеветали Чернышов. ее, говорит. Я же поэтому говорю, Оклеветали. знакомая. Я, видите ли, не Не утверждаю. ночевала я. Он сам пришел. Не виноватая я. Понимаете? То есть, вообще, конечно, вот здесь вот я хотел сразу вклиниться. Мы сейчас поговорим о протестах, о том, какой будет следующий этап. Но мне очень интересен... Слушайте, а вы вот просто вот как политолог, да, как политик, который в украинской политике, который примерно понимает, ну, внутрянку, кулуарные вещи. Слушайте, да там целая сеть. Там просто друг за дружку они цепляются, и как бы просто, ну, вот прям как паутина какая-то. Ну, вот правда. То есть, этот человек, все заточены под Галущенко. Даже там сейчас вот отстранили. Да, мы за честное расследование. Ну, тот, кто сейчас исполняет обязанности, тоже от Галущенко. Я имею в виду по Минэнергетике. Там другие люди. И вот так вот все друг за дружку. И это прям, ну, вот я помню, Янукович была семья, да? И там все, вот, злочинная банда, панда, вот это все. А тут совершенно другие вертикали и горизонтали. И самое это интересное, что все идет напрямую к Зеленскому. Вот эти вещи, когда сейчас тебе позвонят, сбросил смс-ку, и тут выходит Зеленский, я не общался с Миндичем с тех пор, когда расследование. Но это же просто такое ощущение, что они не знают, что сказать. И не могут абсолютно никаким образом, да, оградить первое лицо. Ну, так сложилось, что это лицо первое в стране, но это же четко все завязано на нем. И все это понимают, все это признают, но делают покерфейс и говорят, нет, мы против коррупции, вот смотрите, сейчас там полетели дроны, ударили, а вот у нас там 100 миллионов украли, разворовали, мол, коррупция убивает, коррупция это госизмена, давайте жесткие наказания. Так жесткое наказание должно было быть в верхушке, а верхушка... Это там четко понятно, кто конкретно Зеленский. Ну, вот вы говорите от Галущенко. Мне кажется, что вот от Галущенки еще долго будут отдаваться, да, и икаться Зеленскому. И даже после того, как он, ну, надеется, что он отпетляет и потом уедет из Украины и будет где-то жить в Туманном Альбионе. Объективно, вся эта система, которую он выстроил, она, ну, очень сильно диссонирует с тем, о чем он когда-то во время выборов заявлял. Що от як вам подобається, що у президента там кум, брат, сват, товариш по армії займає якусь посаду. Не подобається, так при мені такого не буде. У мене кумів немає. Да? И вот эти все понты он колотил тогда. И со стадиона Порошенко кричал про Свинарчуков. Говорил, а почему? У всех руки на месте. Ведь это же Свинарчуки, вы же говорили, что разберетесь. Потом раздавал интервью, говорил, вот если у мене появиться такий Свинарчук, то я зразу піду. Якщо я нарушу закон, я піду. И там я піду. А тут, оказывается, он уже 7-й
год никуда пойти не может. Ножки не ходят, да, из кабинета. А тяжело уходить, очень сильно прирастаешь к креслу, бронзовеешь. Особенно, когда такие потоки. Если кто-то думает, что это единичный скандал, потому что какой-то Миндич, вот, и Цукерман, там, два таких негодяя решили во время войны воровать, так я разочарую этих людей. Во всех сферах государственной жизнедеятельности существует повальная коррупция, которая крышуется напрямую офисом президента. И это не из-за того, что Зеленский такой плохой, да, и он создал эту коррупцию. Нет, она действительно в Украине всегда существовала. Все органы власти, именно исполнительной власти, там правоохранительная система, надзорные органы, они все передавали по цепочке вверх не конверты, пакеты, чемоданы. Ну, чем выше кабинет, тем, так сказать, ниже были поцелуи, как в песне, тем больше носили туда чемоданы и сумки. Собственно говоря, Зеленский эту тему просто возглавил. Он и не собирался бороться с коррупцией. Вспомните, Александр, еще до войны сколько в эфирах разоблачали коррупционных скандалов там вокруг семьи Зеленского с назначением, я имею в виду семьи, это окружение, да, с назначением того или иного человека, где-то брат Ермака засветился, кого-то пытался назначить, где-то Юзик там решал вопросы в регионах, ездил, да, там понты колотил, как будто он приблотненный, да, чуть ли не мурчал там, когда приезжал и рассказывал, кого, куда, как и какие темы он сейчас будет решать. Сколько народных депутатов, которые по случайности мандат получили, тоже ходили, козыряли и пытались на этом мандате заработать денег. Просто, ну, ребята дорвались. Вот они всю жизнь мечтали, они шутили над этим, а тут у них такая возможность появилась. А во время войны, вы же просто представьте себе, да, то было мирное время, как колотили бабки, а во время войны никто же это не контролирует, и бесконтрольные потоки денег, вот они полились. Понятно, что Запад это все видел, контролировал и не спускал на тормоза в те моменты, когда, ну куда, это уже неприлично, да, когда это было нужно. Но мы же прекрасно понимаем, что в 2015 году, когда были созданы антикоррупционная система, параллельная юстиция, НАБУ, САП, ВАКС и там еще больше 10 органов надзорной системы, она выполняла четкую функцию документирования преступлений, в первую очередь коррупционных, всех чиновников постмайданной власти. Они собирали эти папки и передавали туда. И когда об этом говорили, ребят, что это колониальная система, которая управляет, которая контролирует. Все говорят, а что ты рассказываешь? Это все нарративы, это все бредни, это вы там оппозиция корыту рветесь, это все неправда. Вы придумали эту историю, но вот сейчас, когда появляется новость, что НАБУ отчиталась перед новым куратором из ФБР, ну, мне кажется, это достойно аплодисментів. Дорогі друзі, здобули незалежність, тепер НАБУ відчитується перед куратором з ФБР. Мне кажется, это просто браво. Это с одной стороны. С другой стороны, да, я болею за обе стороны конфликта, я желаю всем победы, чтобы они друг друга побыстрее победили. С другой стороны, мы должны объективно понимать, что такое НАБУ, САП и прочие органы – это неприкасаемые люди. Мы уже это увидели. Как бы ни Ну, не пытался Зеленский скажите. Ну, не прессовать. скажите. Магомед Не, ну Расулов... мелочь какую-то, да, но Но потом... это не мелочь. Это, как выяснилось, Магомед Расулов со своим отцом, который сейчас в СИЗО, так это его пленки. И сейчас вообще какая-то шпиономания пошла. Там замминистра образования Ветренко у себя в машине что-то нашел. И все... Понимаете, просто вот народу во время вот этого ужаса с отключениями света, с этими, этой обиды, да, им показывают, что все друг друга слушают, все друг на друга охотятся, все друг друга, ну, в общем, делят, распиливают деньги между собой. И как бы пытаются, да, вот, это ведь все на самом деле, то есть, если можно проще, ну, как проще объяснить, это все ради денег, ради этих пачек национализированных, да, ну, как банк национализировали, Сенсбанк, да, и вот это вот денежки, опа, и появились вот такие, какие они есть. Сейчас там куча этих материалов, а что это за штрих-коды, откуда они пришли. Это все ради денег. То есть, конкретно ради того, чтобы обогатиться. В то время, когда люди страдают, в то время, когда у людей нет света, все, ну, там, им
причесывают их и говорят, вот этот кацап, а этот еще какой-то, а этот вот пророссийский, а этот еще. Вот это вот травят русский язык, украинский язык. В это время тянут деньги, высасывают, как из пылесоса. Причем сотни миллионов. Ведь это то, что нам показали. Вот тут главный же момент. Услышим ли мы Зеленского на этих пленках? Вот просто дойдет ли вот эта серия, вот эта кульминация? Будет ли это кульминацией? И какие следующие нас ждут откровения? Как вы думаете? Знаете, вот мы когда пытаемся с точки зрения морали оценить их действия, мы будем очень сильно удивляться, потому что вот я бы реально не искал в действиях этих людей морали, а в особенности, что даже внутри своей системы, даже вокруг своего ближайшего окружения один стучит на другого, все там друг друга сдают, фиксируют, пишут. Это тоже всегда существовало, и еще даже при Кучме он любил систему такую, сдерживание противовеса внутри именно своего окружения, когда министр МВД должен там следить за генпрокурором, генпрокурор за министром, и глава СБУ за теми и за другими, и оба за главу СБУ, и тогда все докладывали Леониду Даниловичу, вот, кто чем дышит, кто чем занимается, вот друг у друга находили прослушки. Это история реальная, это я сейчас не придумаю, просто не называю фамилии, кто этим занимался, ну, то есть это факты, и факты, которые я знаю не из полос газеты, а из личного общения с людьми. Вот, это всегда было, и это передавалось в наследство и следующим президентам, и администрациям, и оно будет дальше. То есть каждый человек, который обладает там первым креслом в стране, он будет всегда бояться, что его ближайшее окружение может его скинуть, сдвинуть, вот, и какой-то дворцовый заговор сколотить. И будет контролировать. Поэтому Зеленский эту систему перенял. Ну, очень, конечно, по-своему, да, немного коряво, потому что нельзя там сравнивать Зеленского там, с попередниками. Там как-никак у кого бизнесовый опыт, кто всю жизнь в политике. Даже тот самый Порошенко, как к нему не относись. Но это очень профессиональный политик. Да, это профессиональный вор, лжец, негодяй. Но, тем не менее, в политике он, так сказать, как рыба в воде. Он эту всю тему знает от и до и прошел ее по всем ступеням. Вот. Зеленский этого не делал. Он сразу взлетел на пьедестал. Соответственно, этого его и губит. То есть, он не контролирует, иногда забивает на факторы, которые прямо вот говорят о том, что еще какое-то лишнее движение, лишний шаг, и это может плохо закончиться. В данном случае вот мы обсуждаем тему с НАБУ и с этими пленками. Параллельно с этим вот очень мне показательно, что куда-то улетает секретарь СНБО. Да? Сначала в Турцию он летит там, договариваться о возобновлении обмена пленными. Хотя не слышно было, что вроде как этот обмен прекратился. То есть гуманитарная миссия между Украиной и Россией, она продолжалась. Понятно, это не публично, мы узнаем только уже в тот момент, когда происходит обмен, либо когда он должен состояться. То есть всю процедуру, весь процесс скрывают ради безопасности та и другая сторона. Это нормально. И тут Умеров летит, потом у него еще и в Катар какие-то путешествия. Зеленский вылетает в Грецию. А так, если посмотреть на карту, то от Греции до Тель-Авива там минут 40 лета. Или от Тель-Авива до Греции, да, где сейчас находится Миндич, Цукерман и прочие ребята. Такое чувство, что очень горит у человека. Да? То есть, начинает сильно пригорать, и он делает ошибки. Делает даже банальные ошибки. Вот в данном случае с этими санкциями. Не могу стороной обойти. Вводят санкции на Миндича. Вводят как-то по-братски, да, такие братские санкции, типа, братуха, ты не обижайся, да, как у них принято. Мы тебе всего лишь 3 годика санкций, там, где-то ограничим, где-то нет, но еще и возьмем, это же сделаем по израильскому паспорту, как будто у тебя нет украинского. До этого Демченко выступает и говорит, что выехал, значит, этот Тимур выехал, потому что у него 3 детей.
Вот. Возникает вопрос, так если Тимура выпускали не потому, что он не гражданин Украины, а гражданин Израиля, да, потому что если бы у него не было украинского гражданства, то выезжай себе на здоровье, конечно, да, каждых 3 месяца желательно со страны, вот. А потому что у него 3 детей, значит, это гражданин Украины. Тогда какого рожна, спрашивается, ты не вводишь санкции против гражданина Украины? Или закон запрещает санкции против граждан Украины вводить, да? Тут вроде как бы по закону тогда получается, не вел. Но уже ошибка идет, причем такая колоссальная ошибка. Когда ведется разработка того или иного чиновника, человека, неважно. У него стоит прослушка, за ним стоит наружка, постоянно ездит. Он везде в базах, он в базах камер, у всех ментов, по полицейских на блокпостах зафиксированы номера машин, зафиксированы имя, фамилия, фотография человека. Я сейчас не говорю про погоню какую-то. Я имею в виду, что если ведут жирную рыбу, то фиксируют все его передвижения. И это сделать гораздо проще. А тем более он зафиксирован у погранслужбы, что он выехать не может. Он в стоп-листе. То есть он близко к границе приезжает и говорит, да-да, подождите, вот там постойте, в автомобиле посидите, или поезд там обождет. И сейчас придут люди и вас пропустят. Приходят там представители контрразведки, да, либо там другой какой-то службы, и его забирают. Ну, процедура, схема такая. Нельзя просто человека взять, вот, и объявить там в розыск, либо санкции вести за день. То есть, и ведется разработка. Соответственно, по Мендичу, Цукерману и прочим ребятам велась разработка. Вот. Но их при этом выпускают. Это значит, что был звонок оттуда. Всем правоохранительным органам и сказали, этих пацанов не трогать, они должны выехать. То есть им зеленый коридор. И Мендич садится и выезжает. Параллельно есть более мелкие козлы отпущения для режима, да, то есть это Галущенко, те девочки, которые с бэк-офиса были. Вот их сразу, конечно, тот в отставку подает, этих под суд, какие-то рокеты, покеты, да, то есть этих пацанов сразу же прям за стеколышко садят, чтобы меру пресечения избирать там по 40, по 100 миллионов залога. То есть Ну, так это расход. повносили. Тоже Поносили, конечно, быстро, тоже быстро, вопрос. Где взяли? Где быстро. взяли? Так там уже журналисты схем нашли, что это, как это, какие-то фирмы выделили деньги с уставным капиталом 1000 гривен. Ну, то есть липовые фирмы. Конкретно официальные деньги внесли, все, пожалуйста, эти 2 барышни, которые там одна просилась к детям, ну, там разные суммы залога, ну, те, которые финансовую бухгалтерию ведут в этом бэк-офисе, они уже на свободе, ну, как под обязательства, под залогом. То есть тут же тоже очень важно понимать, санкции братские, вот эти все вещи, которые там, да, ну, предусмотрены законом, все тоже очень лайтово. Вообще тут многие говорят, а вдруг это сговор какой-то, вдруг это все так обставили специально, чтобы выпустить пар и каким-то образом, ну, в общем, перевернуть это все на пользу Зеленскому. На пользу. Ермак притаился. Если бы не Безуглая, которая сообщила, что он удалил ее в WhatsApp, никто бы вообще как бы он там детишками занимается. Вот там очередных детей вернули из России. Вот это все у него. То есть никаких комментариев, никакой, собственно, деятельности публичной. Ну и, понятное дело, сейчас обстрел. Давайте все переживать, соболезновать людям, которые там пострадали от обстрела. Но это уже не остановить. Это уже не остановить. Майдан на этой почве возможен? Вот Корчинский, который с ГУРом, ну, его братство, это подразделение ГУР, он вообще вышел и сказал, да, говорит, очень серьезные люди заинтересованы в том, чтобы расколотить Майдан. Зеленский принимает, вчера, по-моему, да, принимает Буданова, говорит, сейчас с Будановым некоторые решения мы приняли. То есть определенный, ну, главный вопрос. Насколько, да, вот сейчас... ну, Зеленского пойдут сносить. Вот прям конкретно Зелю геть, и вот это все, так сказать, на Майдане мы увидим. И как он будет себя вести во время вот такого Майдана? Европейские лидеры, сегодня пишет Политико, очень так брезгливо и очень недовольны всем происходящим, но денежки выделяют. Денежки платят. Говорят, нет, мы, конечно, будем внимательно следить, но Украину не бросим. Тоже странная позиция. И вот здесь очень важно сейчас понять, насколько сокрушительный удар этот по Зеленскому. Или он еще впереди?
Мне кажется, что основной удар впереди, и то, что сейчас заявляет Корчинский, он работает на опережение. Как вы подметили, что он сотрудничает со спецслужбами, причем с одной из самых эффективных спецслужб Украины, да, которая вроде как должна заниматься военной разведкой, но занимается политикой. Вот, политикой занимается и вербует таких персонажей, как Корчинский, и же с ними, и там и праворадикальные элементы, которые становятся политическими фигурами, да, и электоральными магнитами для части общества. Вот. И в данном случае это работа на опережение. Где-то, возможно, появилась оперативная информация у какого-то майора Гурмо, он донес это наверх. Вот, а там, значит, Буданов решил отработать эту тему, выпустили Корчинского, сказали наперед, что пытаются снести Зеленского. И все это делает кто? Ну, разумеется, это все будут происки Кремля. Тут гадалки не ходи, если это еще не озвучено, то это будет озвучено, потому что только картонный Майдан делают студенты, все остальные протесты Майдана делает исключительно Кремль. Это мы поняли еще во время ковида, когда сказали, что все, кто будут собираться на какие-то протесты, сейчас не имею в виду протесты против ковида, я имею в виду протесты там, в 2021 году, когда тема нагнеталась, тогда, значит, офис президента говорил о том, что и Ахметов хочет власть свергнуть, если помните. Там все хотели свергнуть Зеленского. Да? Выглядело, как будто человек панику поймал, и ну, на самом деле работали на опережение. Сразу всех заклеймить, найти какие-то связи с Кремлем. А это делается очень просто. То есть, как мы видим уже на практике, что даже паспорта предъявлять не надо, чтобы лишить человека гражданства. То есть, можно просто сказать, что у меня есть информация об этом, и этого достаточно. Вот, собственно говоря, с Майданом у Зеленского и у Гурмо теперь тоже есть информация. Соответственно, и у Малюка есть эта информация. Возможен ли вообще Майдан какой-то при нынешних условиях? Когда-то Александр Парвус сказал, что любая революция, как женщина, требует денег. Да? Я добавлю, что еще и требует четкой организации. Потому что без организации и без денег, а деньги и организация желательно должны быть извне, вот, и иметь ответвленную сеть внутри государства, никакой Майдан, никакой переворот и революция невозможна в Украине. Она будет задавлена. То есть, если не будет одобрения, к примеру, там, штатов, да, американского или британского посольства, либо послов G7, чтобы так поблатнее это выглядело, то никакой Майдан не увенчается успехом. Он будет задавлен в самом зародыше, всех людей примут, будет большой-большой скандал, найдут у них дома переписки в Телеграме желательно, либо в WhatsApp вот, с каким-то майором ФСБ, либо ГРУ, и с именем Борис, там, да, либо еще каким-то, ну, как в фильмах американских. Вот, и прям там будут четкие указания. Еще, не дай бог, там 2000 рублей где-то в заначке будут лежать. Желательно именно рублями и желательно мелкими купюрами. Вот, это важно. По-другому уж типа агенты ФСБ не работают, только так. И это все будет обнародовано, и людей посадят на долгий-долгий срок. Да? Вот чем может увенчаться Майдан, который будет организовываться как стихийное событие внутри Украины по воле людей. Вот чем он закончится. Если Майдан будет организовываться извне, вот, американскими, соросовскими структурами. Сейчас здесь не важно, да, потому что в данном случае может быть объединение, да, там и либо британскими структурами. Вот тогда, конечно, Владимир Александрович, ну, ничего не сможет сделать. Он будет сидеть, как говорится, на изжоге, да, пытаться как-то включать антикриз, придумывать всяческие версии, чтобы отвести внимание, но этот Майдан может развиваться по сценариям там, цветных революций, Джина Шарпа и прочих идеологов подобного формы смены власти. Вот, как мы это видели там буквально недавно, этот картонный Майдан летом, вот, против которого не применялись никакие силы, то есть наоборот охраняли, а там были очень некрасивые высказывания, выражения против солнцеликого и мира Украины, то есть там его всячески клеймили и обзывали, ну это нормально все прошло, то есть он откатил свои решения назад, на Западе и в этих антикоррупционных структурах это все приняли, им позвонили, сказали, все, ребята, расходимся. Цель достигнута. Тем
самым Зеленскому показали, что если ты будешь отходить от генеральной линии, которую мы тебе обозначили, да, и где-то включать, не знаю, там импровизацию, либо свои интересы, которые противоречат нашим, то вот у нас этот механизм есть рабочий. Но пока я еще это не вижу. Да, есть предпосылки к тому, что Запад может его качнуть. Сейчас мне кажется, что есть два варианта, по которому могут действовать западные партнеры. Первый вариант – это действительно смещение Зеленского и подготовка на его место условного там Залужного, да, либо другого по рейтингам такого носителя симпатий, так сказать, украинского народа, который будет в той же парадигме действовать, что и Зеленский, только с меньшим накалом эмоций, с меньшим негативом, с меньшими аппетитами, с меньшей коррупцией. Либо другой момент. Либо ему сейчас показали, что если ты отойдешь еще раз от нашего плана, да, либо свое «я» поставишь выше, чем наше «я», то мы тебя снесем. И сделать это очень просто. И он это знает. Компромат на него и на его окружение высочайший. А Андрей Борисович, вы сказали, детьми занят. Вроде же это была прерогатива первой леди. Чего Андрей Борисович этим занимается, непонятно. Да, Александр, и все-таки о Европе. Ну, то есть, очень так, ну, я не знаю, к месту или не к месту, кстати или не кстати, вышел мэр Мерц и сказал, что, ну, так, украинских мужчин хватит отправлять в Украину. Все. То есть, Зеленский, давай. Ну, и Зеленский в очередном интервью говорит, что вот, смотрите, Европа как бы давит на то, чтобы мобилизацию увеличить, усилить. Каким-то образом, в общем, всех в кирзовый сапог и, собственно, на передовую. Вот этот процесс, ведь он вроде как параллелен, вроде как абсолютно не касается, да, вот скандалов в энергоатоме и в оборонке, но если касается, то косвенно. Однако тут же возникает другой момент. Выйти и сейчас, ну, например, как там разные спикеры обсуждают и рассуждают. Ну, вот этот вот муж депутата Ахиллес говорит, там, вот, у нас девушки так классно служат, такие, они ни в СЗЧ не ходят, они могут просто послать на 3 буквы, если там что-то не так у них, они у нас такие боевые. И вот всячески прокачивается эта тема с расширением или возраста, или, ну, в общем, с усилением мобилизации. Но тут же возникает другой момент. Это если начать сейчас и, ну, какие-то решения в этом направлении принимать, это просто разрыв. Это уничтожение вообще рейтинга любого на корню. Зеленский этого не мог делать раньше, до этих скандалов. А сейчас, если это сделать, это просто подписать себе смертный приговор политический и все. Потому что люди понимают, что они сейчас идут, их пихают в бус, или они... Ну, создается такая ситуация, когда им, ну, надо идти прямо и служить, идти в ряды вооруженных сил Украины. Причем неважно, мужчина, женщина. Так сложилась ситуация, так людям, ну, заставляют их вот так обстоятельства поступить. Но они туда идут не воевать за страну, а они идут, получается, воевать за вот эти схемы и коррупционные вертикали. Воевать за воров. А это уже совершенно другая история. Как вы думаете, насколько действительно голоса Европы, которые говорят, что «эх, давай, да побольше, да и вообще хватит тут молодых мужчин отправлять», все-таки, ну, сподвигнут на какие-то решения? Вот смотрите, ситуация складывается очень удивительно, да, с точки зрения мобилизации, нежелание Зеленского терять рейтинги, да, желание остаться при власти, желание сохранить позиции на будущее, зацементироваться. И вот этот скандал, да, который полностью подрывает, ну, если то доверие еще какое-то было, да, в какой-то части общества, то он призван показать, что вот посмотрите на Владимира Александровича, посмотрите, кем он является, чем он является. Вот. И, соответственно, обнажает его лицо и делает его таковым, каким он есть. И на фоне этого скандал же можно усугубить и углубить, потому что ФБР начала заниматься, другие структуры западные. Об этом уже даже Кая Каллас сказала, да, которая любительница Зеленского, всея его окружения. То есть она прям возмутилась, вся Европа возмутилась, как будто они не были в курсе о коррупционных скандалах, как будто
экс-политики европейские, они получали в чемоданах деньги, когда наличкой, кстати, когда приезжали в Украину вот на какие-то конференции, когда они ездили на Ялтинскую конференцию Пинчука, как будто за это бабки не платятся. Они, то есть, по своей воле, им нечем заняться, они приезжают и думают про Украину. Нет, конечно. Я, наверное, открою для многих тайну, что все, кто приезжают, помимо там каких-то официальных делегаций, потому что там они по другим направлениями, потокам деньги получают, все экс-политики, либо действующие, ну, там, второго-третьего эшелона, все они получают деньги. Так же, как и Анджелина Джоли, так же, как и остальные голливудские звезды, именно от Зеленского и от его окружения. Такой момент. И сейчас, да, вот когда Зеленский понимал, что если он еще больше, там, подавляюще усилит эту мобилизацию, все равно будет персональная ответственность. У украинского народа, у Украины нету разграничения ТЦК и Зеленский. Да? ТЦК это что? Это подразделение фактически вооруженных сил Украины. То есть это военкомат. Ну как это ни назови. ТЦК, военкомат. То есть по сути это такой HR ВСУ, да, то есть они подбирают людей. Вот. ВСУ командует кто? Сырский. А кто главнокомандующий вооруженных сил Украины? Владимир Александрович, верховный главнокомандующий, прошу прощения, Владимир Александрович Зеленский. Соответственно, все, что делает ТЦК, да, оно подчиняется напрямую Зеленскому. Ну, через посредников, да, условно говоря, через иерархию. Но Зеленский является руководителем всего процесса. И как бы он там не хотел перекинуть эту ответственность, ему в лице людей отвечать перед ними. То есть ТЦК это не отдельная организация, прислана там из другой страны, которая занимается отловом людей на улицах. Нет, это все организация, подчиняющаяся Зеленскому. И тут получается ситуация, при которой в месяц в СЗЧ уходит там свыше 25 тысяч человек, при мобилизации там в 30 тысяч или меньше мобилизация, да, то есть получается, что практически все, кого мобилизовали, да, ну, предыдущая партия людей мобилизованных, она уходит в СЗЧ, то есть дезертирует, более простым языком выражаясь, покидает боевые позиции и выставляет себе приоритеты, что я хочу выжить. При всем этом Зеленский заявляет: ребята, я никого не держу в Покровском котле, как и в других котлах. И не надо там погибать за руины, за стены. Это все они сами хотят. Сами хотят там находиться. Он когда это вымочил, у меня прям челюсть отвисла. Что это сами, 5000 пацанов в котле, они сами захотели, они не хотят выходить. Все же условия созданы, наверное, для того, чтобы выйти из котла, но они не выходят. То есть он пытается перекинуть ответственность. Я не при делах, я никого не заставляю. И вот получается Европа, которой нужна война, которая тратит колоссальные деньги, коррупционные потоки европейских чиновников. Если кто-то думает, что они святые, то я их тоже разочарую. Такие же коррупционеры, как и украинские, да, как и во всех странах, собственно говоря. Чиновники в подавляющем большинстве, которые не являются патриотами, а являются зарабичанами, вот, они коррупционные. Так вот, европейские чиновники на этой войне получают большие деньги, причем и откаты. И откаты не только от Зеленского. Это не просто там, вот мы привезли деньги Зеленскому, а Зеленский нам отсчитал какую-то сумму. Это очень банально и глупо. Европейская коррупция работает красиво. То есть они выделяют деньги налогоплательщиков в фонд, этот фонд идет в Украину. Украина закупает оружие у европейских компаний. А вот это оружие уже в частных компаниях находится. Собственно говоря, подряд на поставки оружия, на перепродажу, на фирмы прокладки, это уже частные руки. И вот эти частные руки за то, чтобы участвовать в пищевой цепочке, они отлистывают деньги европейским чиновникам. Какая-то часть денег по договоренности предварительной остается в руках украинских чиновников. Да? Неучтенные бабки. Иногда учтенные. Потом корешки всплывают, вот, и начинаются расследования. Это тоже замануха такого интересного характера для того, чтобы в случае чего дернуть этих ребят на ковер. Так к чему это все говорю? Еще до этого скандала Зеленский мог как-то козырить и говорить, что я не буду вводить такую мобилизацию, я не буду понижать мобилизационный возраст, я этим не буду заниматься, потому что у меня
шатнется стул, то есть придется меня менять, люди меня возненавидят, еще не дай бог там армия против меня выскажется, да, и какие-то действия предпримет. То есть это все очень большие риски и угрозы. И эти риски и угрозы просчитывают. И для Зеленского их показывают. Вот. А сейчас, когда коррупционный скандал начался, так ему говорят: родной, смотри, ну, либо ты делаешь то, что мы тебе говорим сейчас, да, вот, мобилизуешь там малолетних, ну, условно, там 18-22, о чем Кличко там зарядил, да, или там 22-25, вот, женщин определенных специальностей, что, в принципе, уже происходит, правда, ну, не в подавляющем большинстве, но случаи есть, вот, вводишь там всеобщую мобилизацию, понижаешь мобилизационный возраст, короче, делаешь все. Возвращаешь украинцев, не даешь им выехать еще более жестко. Делаешь все для того, чтобы война продолжалась. Потому что Сикорский сказал, что война 3 года должна длиться. Вот. Фица, да, сказал, что если выделят деньги европейцы, а я считаю, что их выделят, то еще 2 года война будет длиться. Им нужны эти 2 года. Деньги потрачены, да, деньги уже распределены, военная машина работает, ее необходимо кормить, а чтобы кормить, нужно воевать. А воевать где? Конечно, вот на территории Украины. На этом заточены все потоки. И сейчас вот этот скандал коррупционный, он, наоборот, на руку играет для ужесточения мобилизации с точки зрения того, что тебе уже, Владимир Александрович, нечего терять. То есть он находится вот в очень такой растянутой позиции, в очень растянутой, что он, ну, фактически шахматным языком выражаясь, цуцванге он находится. Любое действие для него не несет позитива, то есть еще хуже, одно хуже другого. Не введешь мобилизацию более жесткую, хорошо, тогда по коррупции тебя доконаем. Ведешь мобилизацию, ну, рано или поздно мы тебя заменим. А тут Залужный появляется со своими статьями. А у него и вроде бы антирейтинг поменьше твоего. Он же ушел на волне. Он же ушел не тогда, когда провалы были. Вот. Провали все на Сирском. Залужний такой прям генерал, який там турбувався за своїх хлопців, бійців і не зміг це все витерпіти і пішов. Да? Ну, по состоянию здоровья, правда, пошел генерал, так, на секундочку. Пошел в Лондон, а не помогать армии, когда война идет. В Лондоне ж тоже есть фронты свои, да, и он там держит на Западном фронте, так сказать, без перемен, и Залужный гордо держит там рубежи для того, чтобы вовремя вернуться. Вот это планы, которые есть у европейской глобалистской элиты. Но мы забыли один момент, что есть еще одна сторона, у которой есть свое мнение на этот счет. И эта сторона находится в военном конфликте с Украиной, да, и с западными странами на территории Украины. Это Россия. Вот. И не учитывать интересы России в этом смысле с точки зрения не Зеленского, с точки зрения Запада тоже в стратегическом смысле контрпродуктивно. Поэтому были попытки со стороны Британии установить эти контакты с Кремлем, о чем недавно Песков заявил, что вот они выходили, пытались сказать, что Трамп вот он, ну, непредсказуемый, переменчивый, давайте мы с вами договоримся по этому направлению и будем сообща действовать. Но судя по тому, что эти контакты были обнародованы, даже не важно, что Песков ответил, что контакты не продолжились, мы там не согласились, раз уже вы это обнародовали, значит, это провальные уже контакты. То есть с Британией Россия не договорилась. Из этого следует, почему я об этом говорю, что если Британия захочет поменять Зеленского на Залужного, то война не прекратится. Для России что Залужный, что Зеленский будет являться такой же красной тряпкой, да, которая не способствует там, установлению каких-то там договоренностей. А по последним событиям мы видим, что и в Украине заявили, что в этом году уже никаких переговоров не будет. И тут и в следующем я могу сказать, что тоже их не будет. Потому что цели и задачи стоят у обеих сторон конфликтующих совсем другие. Очень интересно на этом фоне выглядит разного толка. Ну, это популярная конспирология. Да? Все смотрят на обложку The Economist, что там, мол, изображено. Вспоминают на этот год, 25-й, и вот уже есть 26-й год.
Ну, там вообще хаос, ужас и кошмар. Зеленский изображен в военной робе синего цвета, но почему-то с биноклем. С биноклем. Ну, и, понятно, торговые войны, и как такая глобальная история, там таблетки, куча шприцов, что-то, видимо, связано с похудением или таблетками для похудения. В общем, что-то в этом роде. Ну, там эра Оземпика или еще что-то. Там, конечно, есть еще джойстик игровой, который прикрепляется к мозгу. В общем, картинка, ах, ух, как говорится. Как вы думаете, ну, многие считали, что это действительно продолжение эскалации в следующем году военных действий вообще в мире. Сейчас там американцы подтянули свой Джеральд Форд к Мадуро поближе, к территориальным водам Венесуэлы. Но всех же интересует ситуация с Зеленским. Получается, что Зеленский останется. А если останется, зачем ему бинокль? Куда он в него будет смотреть? Как расшифровать и как вы трактуете вот эти послания? Насколько они, ну, скажем так, стоят внимания? Ну, в принципе, да, как бы тенденцию экономист пытаются всегда прогнозировать, и она иногда просматривается. Можем, конечно, говорить о том, что экономист – это газета Ротшильдова, Ротшильды что-то знают, и они там точно планируют и руководят процессами. То, что они планируют, это да, то, что они руководят процессами, разумеется, нет. Ну, то есть, это очень влиятельный клан и семья, которая занимается бизнесом, занимается политикой, но они не всесильны. То есть приписывать им какую-то участь рептилоидов, да, я, пожалуй, не буду. Я считаю, что это очень грамотные, очень сильные, очень жадные, да, и, возможно, там амбициозные бизнесмены, вот, и кланы, но они не всесильны. Но то, что они иногда выставляют в Economist, ну, на это необходимо смотреть. То есть они определяют тенденции. Вот когда они в прошлом году выставляли там выборы в Штатах, да, Трампа и некую женщину, вот, и рисовали, что там возле Трампа голубь мира, возле женщины война, вот победил Трамп, вот смотрите, сколько мира теперь случилось во всем мире, да, 8 конфликтов он порешал, вот 9, правда, никак не может, ну, одно дело ж планировать, да, а другое дело логика истории, как эти события развиваются. Но тут впору Булгакова вспомнить, что чтобы что-то планировать, у человека должен быть конкретный план как минимум на 1000 лет. Вот. А то соберется он съездить в Кисловодск, этому не суждено случиться. Собственно говоря, это насчет всех прогнозов, каких-то долгоиграющих и долгоидущих. Но тенденцию всегда можно спрогнозировать. И тенденция там того, что война будет продолжаться, эскалация будет, она видна даже без экономист. То есть тут понятно по интересам основных игроков на геополитической арене. Зеленский с биноклем, не знаю, может быть, ему пророчат отъезд в Туманный Альбион, и оттуда он будет смотреть на Украину, да, писать какие-то мемуары. Вполне возможно, я не исключаю того, что Зеленский может бежать. Он будет бежать с Украины. Вопрос только когда. То есть он будет это делать в ближайшее время, там, в год, да, или уже когда будет ситуация, ну, прям крайне острая, крайне негативная для него. Но что касается всех этих таблеток, оземпиков, ну, я, честно говоря, слышал, да, у меня знакомые принимали их, вот, что очень сильно на поджелудочную влияет. Поэтому для людей пусть сначала, да, изучат препарат, прежде чем его куда-то в себя колоть, внедрять, принимать. Так-то я не врач, конечно, здесь советов давать не могу, но действительно препарат пока еще не до конца изученный. Вот. Может быть, будут какие-то страшные побочки. А их было в этом году уже много. И об этом писала и западная пресса, и украинская в том числе, что острый панкреатит у людей, поджелудочная. Ну, короче, проблемы серьезные. Вот. Но что касается политики, посмотрим. Где-то угадывают, где-то вообще мимо кассы идут. Ну, в данном случае с Трампом, да, все думали, что Трамп придет и принесет мир в Украину, что вот они с Путиным сядут и договорятся. Да не учли моменты, что Трамп не всесильный, да, и он не отвечает за весь Запад. И Трамп не может гарантировать на долгие годы соглашения с той же Российской Федерацией, с тем же Китаем. В этом-то основная загвоздка и проблема. Если бы, например, русские или китайцы
американцы понимали, что Трамп пришел надолго, и система, которую он после себя оставит, она будет двигаться в том же направлении, которое задает сейчас Трамп, то, наверное, быстро бы уже все вопросы решили и договорились. Да? Ситуативно, конечно, но договорились. А так прекрасно все видят, что американская система – это сменяемость власти. Что через пару лет может прийти опять демократ, и все те соглашения, которые будут достигнуты с республиканцами и с Трампом, они будут банально аннулированы, потому что бизнес-группы другие, кланы другие, соответственно, президент будет действовать в другом направлении. Из-за этого и загвоздка, из-за этого и стопорятся какие-то договоренности по урегулированию. А тут еще британцы, которые хотят занять нишу, да, освобождающуюся на европейской части континента. Британцы, понятно, не видят для себя перспектив каких-то соглашений с Россией. Им архи необходимо иметь возможность давления и разжигания зоны конфликта. Поэтому это все будет затягиваться. И мне кажется, что прогноз того же Фицо, да, и других политиков, что это еще 2-3 года война продлится, он более реален. Хотя 2-3 года это будет больше, чем Великая Отечественная длилась. Знаете, тут так вот, чтобы подытожить и подсуммировать вот эту всю сегодняшнюю беседу, Зеленский сообщил, с главкомом Сырским поговорил, сообщил об этом, говорит, наши патриоты сбили. Ну, там нардеп Федиенко показывает ракеты от Патриота, предупреждает, что падать они могут везде, поэтому, ну, собственно, имейте в виду. Экс-министр энергетики Плачков говорит о том, что вполне вероятно могут вырубить всю Украину. Ну, то есть, обрисовывают такие перспективы серьезные. И уже сейчас прогноз погоды не выглядит как просто какая-то, ну, скажем, какой-то атрибут каких-то сообщений, потому что на следующей неделе уйдет ближе к нулю, и все, собственно, да, и тогда уже действительно дефицит будет и предстанет очень и очень наочно, наглядно. Значит, параллельно с этим мы видим, как ну, вот Зеленский говорит, я поручил всем дипломатам максимально показывать последствия удара. То есть максимально показывать. Сейчас мы будем всех вот это показывать. Это звучит как определенный сигнал. В любом случае, даже вот когда только начались вот эти с начала недели ситуация с Минтичем, с пленками, нужно чем-то перебивать. Перебивать, судя по всему, будут трагедиями и ударами по российской территории. Вот уже сегодня, говорит Зеленский, длинные Нептуны. Интересно, что не фламинго? Ну, длинные Нептуны. В общем, чего-то поразили. Речь идет об НПЗ, там, Краснодарский край, в общем, нефтяная инфраструктура черноморская. И вот здесь параллельным образом все отмечают и находят, что Твиттер стал какой-то неузнаваемый, X который. Очень много сообщений о том, что нужно поддержать Зеленского, о том, что он герой. Если сейчас вот Россия победит, то он станет преступником, а если там Украина выстоит, он будет человеком-легендой. И эти посты, как под копирку, вот это вот все, сейчас идет такая очень серьезная волна. То, что у Зеленского подгорело, это действительно так. Но ему сейчас очень нужно событие. Какое-то событие. Вот что-то должно вот произойти такое по-настоящему яркое. Удар по российской территории яркий. Да? Ну, каждый удар яркий, в принципе. К этому уже все привыкли. Ну да, бьют нефтянку. Ну окей. Но это как бы на скорость не влияет вот эта история. А если и влияет, то в какой-то такой перспективе. До чего может, ну, скажем так, дойти вот эта кровавая, зловещая мысль в недрах мозговых штурмов полу-КВНовской квартальной 95-й братьи для того, чтобы, ну, собственно, погасить этот пожар? Может ли это быть что-то одно, не комплекс мер? Ну, тут, смотрите, в Твиттере написали, тут чего-то куда-то запустили, тут вот мы там что-то отбили, смотрите, как мы героически все отбили, но партнерам показываем, как Россия бьет конкретно по мирным жителям. Но вот что-то такое, что перевернет доску.
Когда-то фильм был такой «Хвост виляет собакой», да, когда президента США в этом фильме спалили, так сказать, на порочных связях, политтехнологи придумали войну с Албанией, чтобы перебить эту тему. Вот. Вполне возможно. Это политтехнологический ход, который давно применяется во всех странах. Переведение внимания. То есть должно быть что-то очень яркое, какое-то событие, которое заставит людей забыть о тех скандалах, о которых сейчас все говорят и обсуждают. И это событие должно быть очень масштабное. То есть просто предотвратить теракт, как это сделал Василь Малюк, да, в Киеве, да, который готовился теракт, и он его предотвратил, но это ни о чем. Это выглядело комично, во-первых. Во-вторых, об этом практически никто не говорил, все прошли мимо. Ну, предотвратил и предотвратил, молодец, это твоя работа. Ну, что дальше об этом говорить? Тут может случиться непоправимое. Тут либо нужен какой-то для них удар серьезный, да, там, по Российской Федерации, это не МПЗ. А что может быть серьезное, которое можно крутить неделю там, да, или 2 недели по западным каналам и по украинским? Это Крымский мост, например. Вот, это Кремль, да, там, это еще, ну, это какие-то такие знаковые, сакральные вещи для России, вот, по которым, если Зеленский нанесет удар, то он сможет потом с этой темой возиться, рассказывать, как потужно они это сделали. Но нанеся удары по таким знаковым сакральным вещам в России, ну, объективно мы же понимаем, что будут контрудары, да, и они могут быть гораздо более жесткие, гораздо более сильные. Вот. И это тоже понимают, я думаю, там в Киеве. Пойдут они на это? Возможно. Но что еще больше может перебить вот эту информационную повестку, чем удары по России? Это какая-то трагедия. Внутренняя трагедия, на фоне которой скандал с Миндичем, Цукерманом там, и прочим будет выглядеть ну, вообще незначительно. Будут говорить, послушай, какая коррупция? Вы понимаете, что случилось? Вот случилось непоправимое, случилось что-то страшное. И вот это что-то страшное, вот мне очень хочется, я даже не хочу называть, что это может быть. Каждый может сам себе в голове накрутить, на что могут пойти алчные люди, которые служат золотому тельцу, которые кроме денег ничего святого не имеют, там ни бога, как говорится, ни царя в голове, да, вот, на что они могут пойти ради того, чтобы удержаться при власти. Это могут быть очень и очень кровавые события. Я хочу все-таки надеяться, что их не будет, но это, так сказать, крайнее пристанище политтехнологическое, и те люди, которые работают с Зеленским, у них давно сняты моральные какие-то грани и правила и рамки. Да? На то, что нормальный политтехнолог не пойдет никогда, ну это на себя взять такое, это ж не каждый нормальный человек может, то те, которые с ним работают, вполне, они уже привыкли. То есть они работают в другое время и в других обстоятельствах. И в этих обстоятельствах цель оправдывает средства. И, собственно говоря, у них эта цитата Макиавелли, она прям на лбу набита. Не знаю, что это может быть, но может быть что-то страшное. Хочется верить, Знаете, что они этого не сделают. Как пишут, на животе, вот тут набью тату, слуга народа. Таким макаром, да, набито. Да. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на Лазарева, ставьте лайк этому выпуску и пишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Наблюдаем.